Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Простые и доступные рецепты выпечки больше всего подходят для будничного чаепития. Именно к таким блюдам относятся пышки. Вкусные и легкие приготовления, они хорошо получатся даже у начинающих кулинаров. А для рецепта мы возьмем муку, сметану, сахар, ванильный сахар, соду, соль, яйца, а еще нам понадобится сахарная пудра. Берем миску, понадобится венчик, разбиваем сюда сразу яйца. Так, добавляем щепоточку соли, переливаем сметану. Соду. Немного перемешаем. Теперь сахар. Ванильный сахар. И хорошо смешиваем. Постепенно подмешиваем муку. Тесто получается такое мягенькое, эластичное. Теперь берем муку. Не надо ставить его в холодильник, можно сразу же дальше им работать. То есть я и говорю, что это рецепт для начинающих даже. Разминаем. Скалочку тоже мукой можно посыпать. И раскатываем тесто толщиной где-то сантиметр. Теперь, используя формочки для печенья, они такие металлические, или просто обычный стакан, вырезаем вот такие вот звездочки. Сразу же несколько нарежем. Теперь погружаем вот эти вот звездочки, пышки будущие, в разогретое растительное масло. Вот пышки сразу же начинают пузыриться и будут увеличиваться в объеме. Лишнюю муку стряхиваем, она нам не нужна. Вот сразу видно, вот такие увеличились, пухленькие стали. Как только подрумянились, с одной стороны переворачиваем на другую. Пышки готовятся очень быстро, главное успеть вовремя нарезать следующую партию. Все, достаем их и на решетку выкладываем, чтобы стекло лишнее масло. Готовые пышки перекладываем в тарелочку. Быстренько. И посыпаем сахарной пудрой. Вот столько у нас получилось пышек. Целая тарелочка на один раз покушать. Так, давайте посмотрим, что получилось. Я ее разломаю. Вот такое тесто получается рыхлое, пушистое. Попробуем. Да, такие пышки пышные, мягкие, сладкие. Хорошо их подавать к чаю или кофе, с медом, со сгущенкой, с вареньем. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!